Всех приветствую на канале. В работе у нас iPhone 7 от подписчика. Телефончик не включай-ка. Что сделал перед тем, как начать ролик? Значит, аппарат не включается, висит сразу на режиме DFU. Подключил его через P13, загнал в Purple Mode. Обратите на вот это вот сообщение, внимание. И теперь переходим к компьютеру. Что нам вообще это сообщение говорит? То есть вот мы в Purple Mode зашли, нажимаем «Считать информацию», и он нам выдает все серийники файлов. То есть что это значит? У нас либо отсутствует питание на NAND, либо на NAND короткое замыкание, то есть он не видится системой платой, вот, либо NAND физически просто отвалился, ну или сдох. То есть как бы вариантов прилично. Вот. Просто данный вариант нам даст возможность подключиться и уточнить, что с ним дальше делать. Телефончик Рев сейчас скрываем и смотрим, что с ним дальше делать. Отключаемся от блока питания и от режима Purple Mode. Выходить оттуда с менюшки не будем, нам это в принципе не обязательно. Расковыриваем, точнее выковыриваем плату, если так можно выразиться, из корпуса, и дальше смотрим, что так, что не так. Чуть повыше подниму камеру. Давайте извлекать. Предысторию не знаю, я информацию не смотрел, телефон не включай-ка, поэтому информации по нему никакой нет. Увидим только информацию, то, что можно считать глазами. То, что это ревка, корпус ревка, медленная батарейка. Батарейка тут сразу подкидывается новая, то есть подключается питание. Убедились, что проблема с платой. Дальше уже делаем диагностику именно по плате. Сейчас быстренько доберемся до материнской платы, в частности до микросхемы NAND. Посмотрим, паялась она, не паялась, так как это китаец. Возможно, ее просто тут не допаяли, отвалился от удара, там еще от чего-то, или от китайских рук недопаянных. Они еще любители на розе все посадить. Хотя процессор далеко, а розе тут совершенно неуместен. Так, и шлифа тоже, соответственно, все кит. Так, убираем. Флешечка здесь паяная, видим на ней наклеечку. Ее сразу убираем. Совершенно здесь она не нужна. Так, сейчас переходим сразу к микроскопу, включу его. Срезаем наклейку. Так. Если вы не против такого ракурса. Так, перед тем как будем что-то паять, нужно замерить падение напряжения на конденсаторах, то есть убедиться, что у нас по питанию нету короткого замыкания, и тогда уже будем работать с NAND. Так, вроде бы видно. Поехали. Нормально. Так, вот так вот только. Бегло пробегаюсь по всем. Все, только для того, чтобы убедиться, что нету короткого замыкания. Питание мерить не будем, поднимаем сразу флешечку.
Так, еще моментик, можем посмотреть, перекатан ли проц. Можем по вот этой вот наклеечке посмотреть на месте. Проц не трогали. Снимаем нант. И перекатываем. Но перед тем, как перекатать, естественно, у нас есть возможность это проверить на программаторе, что мы и сделаем. Так, китайцы в своем репертуаре. Флешки они обычно перекатывают, не чистят за собой. У них как бы конвейер, чистота им не нужна. Вот это нечистая работа и приводит к тому, что потом аппарат не включайка какой-нибудь. Так, убираем, в общем, весь компот от китайцев. Счищаем весь компаунд. Так, здесь пустышка. Так, ну, думаю, достаточно. Убираем окислы, флюс, кокс. Так, на 200 градусах убираем остатки вот этого всего добра.
Здесь тоже уберу. Так, все готово. Так, переходим к микросхеме, чистим. Так, все. Ставим программатор. Так, это у нас 7-й, по-моему, iPhone, да? 7-й, это у нас надо программатор PP достать. Так, вот этот. Подключаемся. Есть. Уходим в сторону софта. Так, если объем маленький, можем даже что-нибудь типа больше засунуть. Там посмотрим. Так, что? Выключаем HomePort. Так, наверное, поинтереснее будет. О, 128 гигов. Отличная память, ее и оставляем. Считать информацию. Информация присутствует. И поэтому мы ничего с ней не делаем, только перекатываем. Так, прогер в стороночку. По перекатке. Толчок, бумага. Шпателечек, припой. Делаем вот так вот с излишечком на бумагу. Так, там мне вентилятор поддувает, мешает. Но суть-то я передам.
Кладем на бумагу, так размазываем. Маловато взял, наверное, но может и хватит. Все, избавляемся, грубо говоря, от излишков флюса, чтобы он был более такой пластилиновый. Это дает нам что? Давайте на микроскоп. Думаю, хватит. Забиваем все это дело. Все, потом можем пальцем, допустим, размазать, или той же самой бумажкой, или тряпочкой. Примерно так, без излишков. Слишком надавливать тоже не стоит, чтобы этой бумажкой весь припой не убрал. А потом просто вот так вот приподнимаем. Все, вот они даже, видите, сместились. Чуть-чуть сместил при подъеме, но при этом весь припой остался на своем месте. То есть, если сейчас под ракурсом под этим показать, вот он на месте. Дальше просто феном дуем. 280 градусов, поток небольшой, 20-очка, либо вот так вот придерживаем и поехали. Так как вот они сместились в другую сторону, можно вот развернуть вот так вот, да, и в эту сторону задуть. Не спеша, чтобы они не слиплись. Вот тут вот. Вот, все, на месте. Все. Ну и далее на телефон это обратно. Так. Смотрим, как располагается нант. Внизу, точечка внизу. Или по схеме открываем. Мне иной раз схему неохота открывать, чтобы с компьютера туда-сюда не переключаться. Так. Позиционируем. Если, кстати, не уверены, что ровно у вас, можно вот такой лайфхак, типа на картонку, на бумажку, в общем, на ровную поверхность, на какой-нибудь, ну, к примеру, из-под дисплейных модулей, да, кладем бумажку, микросхему и немножко вот так вот проводим. Потом смотрите под микроскопом, если бугорочки где-то есть, а где-то нету, то, соответственно, те, которые, ну, были излишними бугорками, они подотрутся и будут примерно все в одном ровном положении. Так. Ну вот, смотрите, видите, какие-то основания подтерлись, то есть они чуть-чуть выше были. Все остальные потом станут вровень. Так. Все, можем ставить. 330 поток пока на 15-20, так чтобы его не сдувало.
Потом можно приподнять, как почувствуете, что она села на свое место, и потоком воздуха уже пошевелить микросхему, и либо толкнуть ее скальпелем, пинцетом. Прогреваем микросхему. Толкнул. Так, она как раз еще не села. Отвлекся на параметры фена и толкнул нечаянно. Хорошо, что она еще не припаялась. Поток сейчас на 60. Чтобы потоком на 60 не сдуть микросхему, греем больше в центр. Не под углом, а под 90 градусов. У меня насадки гнутые на фене. Поэтому микроскопом с ними удобно работать. Все, вот чувствуется, что она поплыла. Можем пошевелить. Но видно и так, что она плавает. То есть самим воздухом микросхему шатает. То есть ее можно и не шевелить. Это уже просто, не знаю, какая-то привычка после того, как микросхема села, подтолкнуть ее, чтобы шарики точно на свое место сели. Так, пока она остывает чуть-чуть, освободим стол и уберем все, что было грязное. Так, снимаем все это. Давайте пока вот с такого ракурса, думаю, все видно. Так, семерка. Пусть пока остывает еще. Коврик, кстати, классный купил, я не знаю, ни разу, наверное, в роликах не показывал. Ну, в смысле, не объявлял ничего. Так, чисто прикупил его на таге. Коврик классный, не горит, не тонет. В общем, в целом, неплохой. Наверное, помою сразу, пока оно уже остыло. Из-под нанда выдувается только грушей по большей части, либо всю плату потом опускаем в раствор и вымываем. Достаточно, в принципе, и груши. Если есть компрессор, вообще замечательно. Можно компрессором выдуть. Флюсом в любом случае минимально какой-то остается, если щеткой чистить. Если в ультразвуке помыть хорошенечко, то можно вымыть до завода прям. Так, все бьются не вовремя.
Так, ну что, момент истины подключаем. Подключаемся через ЛБП, батарейка, скорее всего, разряженная. И смотрим. Так, камеру можем не подключать, пока не нужна. Так, ну я как бы еще, кстати, определил, почему, что в сторону надо смотреть, или фон висел на 60 миллиамперах. Это говорит о том, что он не видит NAND, то есть просто подзагружается, а NAND не видит. То есть, ну также и через режим Purple Mode можно было. Так, 4,2 вольта, пробуем включиться. Потребление 60. Все, пошел старт. Есть контакт. Кнопка не работает. А так в целом все включился. Итого у нас модем есть, email есть, пишет нет сим-карты, не работает кнопочка Home. Возможно из-за дисплея, возможно из-за того, что кнопочку кто-нибудь повредил при замене дисплея. Дисплей, видно, не оригинальный. Ну, короче, аппарат стартанул. Дальше только процесс сборки. Ну, я на этом, думаю, внимание мы заострять не будем. На этом с вами всем прощаюсь. Всем пока. Удачи в работе. Увидимся в следующих видео.